Глава 17. Утро в Порто-Венециано. Утро пахло кофе и теплым камнем. Свет просачивался в номер через бледные шторы, ложился полосами на простыню и стену со слишком нейтральной картинкой моря, будто кто-то решил напомнить, что за окном тоже вода, на случай, если вдруг забудешь. Анна лежала на боку лицом к балкону. За стеклянной дверью металлические реки перил, ниже узкая улица, припаркованные машины и тонкий прямоугольник синевы между домами. Не открытое море, как на пароме, а аккуратный кусок Чании. Фасады, парковка, воздух, в котором море было лишь одной из примесей. Порто-Венециано стоял прямо на набережной, рядом Венецианской гаванью, но чуть в стороне от плотного ряда таверн и шумных столиков. Почти идеальная дистанция между быть в центре и иметь куда уйти. Рука Томаса лежала у нее на талии. Теплая, тяжелая, своя. Со стороны это было обычное утро в обычном отеле. «А для меня все равно новое», — отметила Анна. «Я просыпаюсь рядом с ним, и мне не надо выключать часть себя. Не нужно делать вид, что вчерашних пузырьков, взгляда Лены и чьей-то ладони на моей коже не было. Все это есть, и при этом я все еще хочу лежать вот так, под его рукой». Она осторожно повернула голову. Томас дышал ровно. Рот приоткрыт, волосы чуть растрепаны. На пароме он даже во сне казался собраннее, будто держал себя в форме на этом плавучем общем пространстве. Здесь, на суше, в этом номере, он выглядел просто человеком, а не носителем любых должен. В теле отзывалось вчерашнее: жар улиц, прохлада душа, чистая простыня, их смех, когда что-то пошло не по плану. Вспыхнуло джакузи, пена, голоса, чьи-то руки и плечи, и тут же растворилось в тепле их отельной ночи. На пароме все происходило внутри четкой схемы: каюта, бар, палуба. Здесь стены были не условными, а настоящими, с соседями за ними, с улицей под окнами. Все, что случилось между ними, не исчезло вместе с кораблем в море. Оно приехало сюда вместе с ними и тихо устроилось внутри. Пальцы Томаса чуть сжали ее бок, словно проверяя, на месте ли она. «Ты меня изучаешь?» — срывался у него хрипловатый вопрос сквозь сонное дыхание. Анна улыбнулась в подушку. «Проверяю, не подменили ли?» — отозвалась она. Он приоткрыл один глаз, прищурился, будто оценивая результат проверки. «А и как отчет?» «Кажется, тот же, только версия без галстука», — ответила она, скользнув взглядом по его взъерошенным волосам. Он перевернулся на спину, не убирая руки с ее талии. «Странное ощущение», — проговорил он, уже вполне проснувшимся голосом. «Тот же отпуск, тот же номер на двоих. А внутри как будто мебель переставили». Анна кивнула, не торопясь с ответом. «Значит, это не я одна такая впечатлительная», — подумала она. «Он тоже чувствует этот переставленный шкаф, даже если не называет, какой именно». Она прислушалась к звукам. Мягкое урчание кондиционера. Снизу хлопок машинной дверцы, короткий сигнал, голоса на греческом, звон посуды, глухой смех. Завтрак жил этажом ниже. Утро на пароме было ровным, как длинный коридор. Заранее знаешь, что за каким поворотом. Здесь звуки шли, как мостовая в старом городе. Неровно, но от этого живее. В этой неровности было больше шансов поскользнуться и больше возможности почувствовать, почему именно идешь. «О чем думаешь?» — спросил Томас, не отводя взгляда от потолка. «О том, что аквариум закончился. Теперь мы просто в городе». Он повернулся на бок, отбрасывая складку простыни, и посмотрел на нее внимательнее. «И с нормальными стенами», — заметил, кивнув в сторону светлых обоев. «И с парковкой. Очень заземляющая конструкция».
Рука с ее талии переехала на матрас. Он потянулся и поднялся. Анна следила, как он идет к балкону, отдергивает штору, чуть приоткрывает дверь. В комнату вошел другой воздух, теплый, густой, с запахом асфальта, кофе из ближайшего кафе и чуть примятой ночной прохлады. «Теперь море не под нами, а где-то сбоку», — отметила Анна. «Там на корабле нас все равно везли вперед, даже когда мы молчали. Здесь придется самим выбирать, куда шагнуть». «Вид на парковку подтвержден», — объявил Томас, выглянув наружу. «Но если чуть наклониться, видно мачты и кусок гавани. Награда для тех, кто умеет заглядывать за машины». «Значит, никакого обмана», — откликнулась Анна. «Обещали набережную? Вот она, с бонусом в виде реальности». Она выбралась из кровати. Пятки встретились с прохладным полом, мышцы отозвались легкой, приятной усталостью. Первый день, когда усталость чувствуется как след от жизни, а не от дороги. Подумала она, и как след от того, что мы рискнули чуть-чуть жить не по инструкции. Внизу в зале для завтраков было светло. Большие окна выходили на набережную, за стеклом двигались люди, кто-то уже сидел за столиками, на воде слегка покачивались лодки. Над всем этим торчали мачты и маяк, еще не подсвеченный вечерним золотом. Официант водрузил перед ними 2 чашки кофе и корзинку с хлебом. Анна потянулась к пакетикам сахара. Бумага поддалась не там, где была прорезь, и тонкая струйка белых крупинок посыпалась на блюдце и стол. «Греция проводит испытания на мелкую моторику?» — с легкой усмешкой заметил Томас, следя за ее пальцами. «Угу. Это не Греция, это заговор производителей пакетиков», — отмахнулась Анна и осторожно собрала пальцем сахар в кучку. Салфетка тихо сдвинулась ближе. Томас придвинул ее, не комментируя. Затем взял свой пакетик, изучил как инструкцию по технике безопасности и разорвал по линии, почти демонстративно аккуратно. Сахар с послушным шорохом ушел в чашку. «Все дело в правильном угле атаки», — произнес он серьезным тоном, будто делился профессиональной тайной. Смех вырвался сам, легкий, чистый, не как попытка скрыть тревогу, а как нормальная реакция на маленькую нелепость. Вот так, через кофе и сахар, мир снова становится переносимым, — отметила Анна. Если мы можем смеяться над пакетиком, значит, еще не утонули в серьезности своих экспериментов. «Ты вспоминаешь вчера?» — спросил Томас, подняв чашку к губам. Голос прозвучал спокойно, без давления. Она не стала уточнять, какую часть вчера он имеет в виду. «Да», — ответила, — «но уже не как отдельные куски. Ни джакузи, кофе, отель. Все смешалось в ощущение, что мне разрешили чувствовать, и не считать это катастрофой». Его взгляд на секунду задержался на ее лице. «У меня похоже», — откликнулся он. На корабле все казалось немного условным, как декорации. А сейчас мы сидим в нормальном отеле, едим хлеб, смотрим на гавань, а внутри все равно тихо продолжает теплиться то, что началось там. Пауза зависла между гулом зала и шумом улицы. И мне от этого спокойно, — добавил он после короткого вдоха. Анна почувствовала, как груз будто расширилась, позволяя воздуху войти глубже. «Мне тоже», — призналась. Хотя, честно, часть меня все еще ждет, что где-то должен быть счет за это спокойствие. Томас чуть наклонил голову, как будто прислушиваясь к словам, не перебивая. «Если счет и придет», — произнес он наконец, — «я хочу, чтобы мы его читали вместе, не каждый отдельно в своей голове». Она кивнула, сжимая в пальцах теплую чашку. Именно этого ей не хватало раньше. Возможности не вариться в своих правильных сомнениях в одиночестве. Они посидели молча еще несколько минут. Никто не торопился вытаскивать из тишины великие решения. Утро само справлялось с тем, чтобы их немного собрать.
В путеводителях про Порту-Венезиано обещали вид на старую гавань, хорошие завтраки и удачное расположение. 10 минут до центра, пара шагов до воды. Никто не обещал, что в стандартном номере с видом на машины и кусочек моря окажется удобно разговаривать о собственных границах. Анна отломила кусочек хлеба. «Чего ты хочешь от сегодняшнего дня?» — спросила, глядя на хрустящую корочку. «Хороший кофе у нас уже есть, осталось немного тени и минимум карт. И чтобы к вечеру я все еще чувствовал, что мы на одной стороне». «С тенью и сторонами я согласна», — сказала Анна. «А еще хочу немного потеряться, но не сойти с ума. Посмотреть, как выглядит город, если не пытаться сделать его своим. И проверить, работает ли наше «мы» между улиц, так же, как работало между палуб и кают». Уголок его рта дрогнул. «Скромная программа», — пробормотал он. «На один день вполне». Где-то в глубине она чувствовала, что вчерашний смех, пузырьки в воде, случайные касания, их ночной шепот — все это до сих пор живет в теле мягким эхом. Было любопытно, как это эхо поведет себя в узких улицах незнакомого города. После завтрака они поднялись в номер. Взять воду, шляпу, карту, выключить кондиционер. Анна вышла на балкон. Снизу коротко взвизгнули тормоза. Хлопнула дверца машины, кто-то громко поздоровался. Из соседнего заведения пахнуло кофе и чем-то сладким, вроде выпечки с корицей. По набережной уже шли люди. Кто-то прислонился к перилам, глядя на гавань. Вдалеке лодки покачивались у причала. Она обхватила ладонями холодный металл перил. Жар от стены слева, легкий сквозняк от приоткрытой двери, тонкий привкус соли в воздухе. Все это складывалось в очень конкретное здесь и сейчас. Все, что было на корабле, не осталось там. Оно приехало сюда вместе с нами. Вопрос теперь не в том, что случится дальше, а в том, какими мы будем, когда это случится, и сумеем ли вовремя сказать «стоп» миру, но и себе. Шорох за спиной предупредил о Томасе раньше, чем его шаги. Он встал рядом, плечом к плечу, оперся о перила. «Ну что, выходим в город?» — спросил, глядя туда же, куда и она. «Я еще не уверена, что готова к городу. Но к улице — да». «Начнем с улицы», — согласился он. «Город никуда не денется». Его пальцы легко коснулись ее плеча. Короткий, теплый сигнал «Я рядом». В этом касании не было попытки удержать или подтолкнуть, только подтверждение. Мы выходим отсюда вдвоем. Телефон коротко вибрировал на тумбочке. Анна подалась к нему, глянула на экран. Сообщение от Лены. «Мы с Максом тоже вылезаем в город. Вечером будем у гавани, где-то между мороженым и вином. Если вы не потеряетесь окончательно, давайте пересечемся». Уголки губ сами собой приподнялись. Интересно, в какой именно момент день перестанет быть «мы вдвоем» и превратится в «мы вчетвером», — подумала она. И что это сделает с тем хрупким спокойствием, которое только-только получается удерживать? «Новости с фронта?» — поинтересовался Томас. «Лена пишет, что вечером будут у гавани», — ответила Анна. «Приглашают нас где-то между мороженым и вином». Он кивнул, не проявляя ни явной радости, ни настороженности, скорее отмечая новый факт маршрута. «Значит, у нас есть минимум один ориентир на сегодня», — сказал он. «Утром — город, вечером — они». Анна еще раз посмотрела на прямоугольник моря между домами. То, что начиналось в теплой воде и на качающемся полу, продолжается здесь, на твердом асфальте, — отметила она. И мне даже интересно, что нас сегодня подкинет, кроме жары. Интересно и немного страшно. Хороший набор для дня, в котором еще ничего не запланировано.
Она взяла сумку, ключ-карту от номера порта Венезьяна, и они вышли в коридор. Не в аквариум и не в особый эксперимент, а просто в город, где им предстояло проверить, как их новая свобода чувствует себя среди шумных улиц, теней, чужих маршрутов и обещанного вечернего вчетвером.